Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятный десерт. Знаменитые итальянские слоеные пирожные сфальятелле с хрустящими тонкими слоями и нежным ароматным творожным кремом. Вы удивитесь, как это вкусно! Для приготовления крема мне понадобится. В первую очередь надо сварить сладкую манную кашу. В кастрюлю я вливаю воду. Конечно, кашу можно сварить и на молоке, но традиционно ее готовят именно на воде. Всыпаю в воду сахар, щепотку соли, перемешиваю. И также сразу я всыпаю манку и перемешиваю. И теперь варю манную кашу. Я варю при постоянном помешивании, чтобы не было никаких комочков. Когда масса закипела, перемешиваем более активно. Сейчас она начнет очень быстро густеть. Огонь я делаю тише и хорошо провариваю манку. После закипания варю примерно минут 5. В итоге получилась вот такая густая манная каша. Кастрюлю снимаю с плиты. Кашу перекладываю в миску, чтобы она немного остыла. Натру на мелкой терке цедру одного апельсина. Снимаю только верхнюю желтую часть. Также добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и немного корицы. Корицу также добавляйте по вкусу и по желанию. Немного все перемешаю миксером, и так масса быстрее остынет. В еще теплую массу добавляю по 1 яйца и хорошо перемешиваю. Также для моего рецепта я буду использовать сыр рикотта. Это вот такой очень нежный, мягкий сыр, похож на наш пастообразный творог. Поэтому, если вы не сможете купить рикотту, конечно, вы можете использовать обычный мягкий пастообразный творог. Получился вот такой очень нежный крем, который будем использовать для начинки. Крем пока закрываю пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. Можно отправить его в холодильник. И сегодня для моего рецепта мне понадобится 2 пачки теста фила. И, кстати, рецепт классических пирожных сфальятелле, а также рецепт теста фила уже есть у меня на канале. Я оставлю на них ссылку в описании. Сейчас я беру тесто фила, раскрываю его. Также мне понадобится растопленное сливочное масло. Я беру по 1 листу теста, промазываю его сливочным маслом, выкладываю сверху 2 листик, снова промазываю маслом. И начинаю скручивать плотный рулет. Очень аккуратно подгибаю. Первые вот эти вот слои очень важно скрутить плотно. Получается вот такая тоненькая трубочка. И теперь продолжаю дальше. Беру следующий листик теста фила, промазываю маслом. Я снова выложу сверху еще 1 лист. Выкладываю вот эту трубочку, которую я уже свернула, сверху и накручиваю. И продолжаю так делать до конца. Вот эти листы теста, с которыми вы сейчас не работаете, можно накрыть слегка влажным полотенцем, чтобы они не подсыхали. Открыла 2-й рулон и буду поступать сейчас точно так же. Итак, у меня получился вот такой рулет. Он достаточно толстый. Оберну его пищевой пленкой и отправлю в холодильник минут на 15. Итак, буду формовать пирожные. Для этого вот этот рулон теста я разрезаю на кусочки. Кусочек толщиной примерно 2 сантиметра. И теперь посмотрите, что я делаю. Я его вот таким образом аккуратно растягиваю, чтобы были видны все слои, а внутри образовался кармашек. Просто вот таким образом сдвигаю тесто. В итоге получается вот такая ракушка с вот таким кармашком внутри. И теперь эту ракушку я наполняю начинкой. Беру мой великолепный крем и выкладываю внутрь. Перекладываю сформованное пирожное на противень. Здесь сзади ракушку закрывать не обязательно. Крем этот запечется и не вытечет. И точно таким же образом я формую все остальные пирожные. Разрезаю тесто. Прикрываю тесто пленкой, чтобы не заветривалось. Всего из этого количества ингредиентов у меня получится 12 пирожных. И аккуратненько опять повторяю все то же самое. Раздвигаю тесто. Главное, не спешите, чтобы слои раздвигались равномерно. У меня готова следующая ракушка. Также наполняю ее кремом. Перекладываю пирожное на противень.
Обязательно выкладывайте вот этим швом вниз, чтобы пирожное не разворачивалось. Можно выкладывать близко друг к другу, они не увеличиваются в объеме. И сейчас пирожные я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите только, какая красота получилась. Тесто такое хрустящее сверху, оно великолепно запеклось и подрумянилось. И вы видите, сколько здесь слоев. Они все видны, хорошо раскрылись. Начинка нигде не вытекает, она как бы просто запечатывается. Вот этот ленивый способ приготовления ничем не хуже, чем обычный. Пирожные переношу на решетку и оставляю остывать. Тесто здесь абсолютно не сладкое, поэтому спокойно присыпаем все сахарной пудрой. На мой взгляд, это просто шедевр итальянской выпечки. Настолько это вкусно. Ну и, по-моему, мой способ приготовления получается очень простой, так как совершенно не заморачиваемся с тестом. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!